И получается, здоровые клетки нам дают уже хорошие показатели, мы их видим в анализах, в общих анализах крови, допустим, да, в биохимическом анализе мы показатели видим, что они выравниваются, а вот, скажем так, вот эти вот CD-хелперы, они у нас как бы стоят уже на одном уровне, и они сдерживаются. Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы с вами находимся на канале биоактивного минерала синтезит. Меня зовут Александр, и у нас сегодня в гостях Наталья Владимировна Жорова. Наталья Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Да, Наталья Владимировна врач общей практики, семейный доктор. Да, и сегодня мы будем рассматривать интересный случай. К нам обратился один из наших потребителей синтезита и прислал свои анализы. Дело в том, что случай, так сказать, интересен чем? Тем, что у этого потребителя синтезита диагностировали ВИЧ, да? И как Наталья Владимировна потом сказала, что, скорее всего, даже это не ВИЧ, а СПИД. Так вот, уважаемые зрители, недавно мы в нашей группе ВКонтакте выкладывали информацию о том, что к нам обратился другой человек. Мы сейчас будем говорить о разных двух людях. То есть у нас к нам обратился человек, у которого иммунный статус при СПИДе повысился до иммунного статуса здорового человека. Вот, он нам прислал краткое резюме, краткую характеристику, и по очень интересному совпадению, вот в этом интервале двухнедельном к нам обратился второй такой потребитель синтезита, у которого тоже есть результаты, у него существенно улучшились анализы во время приема синтезита на фоне общей терапии, то есть он проводит общую терапию согласно официальной медицине, он лечится с прошлого года. И синтезит он начал принимать сравнительно недавно, но уже есть хорошие результаты. Вот. В принципе, у него и так уже анализы менялись. Естественно, мы все эти анализы покажем, приложим к нашему видео, расскажем, то есть и каким-то образом попытаемся их интерпретировать. Наталья Владимировна, как специалист широкой практики, специалист, которая имела дело в том числе и с ВИЧ, и СПИД, может нам каким-то образом помочь интерпретировать результаты. То есть каким образом биоактивное вещество, синтезит, каким образом эта биологическая добавка способствует организму, так сказать, улучшить свои какие-то определенные характеристики, что сказывается, естественно, на анализах. Вот, Наталья Владимировна, в общем, я сейчас вам передам слово, да, и для наших зрителей, скажу последнее, да, то есть, грубо говоря, это будет вопрос для вас сразу же. Вот я вижу анализы от 10 числа 2020 года, когда он еще не принимал антиретровирусную терапию. Я вижу анализы от 12 месяца 2020 года, от декабря, когда он уже начал принимать антиретровирусную терапию. И я вижу анализы от 16 февраля. Да, уже этого года. Уже этого года, когда он уже начал принимать синтезит. И очень интересно то, что первый анализ, когда вот он только сдал свои анализы и узнал о своем заболевании, у него 23 анализа биохимии, анализа крови были вне нормы, 23 единицы. Через 2 месяца после начала лечения антиретровирусными препаратами вне нормы было 21 анализ, то есть на 2 анализа меньше. И мы видим, что еще через 2 месяца, после того, как он добавил синтезит в свою программу, у нас вне нормы стало 14 анализов. То есть, в принципе, мы видим, что 30% анализов восстановились, вошли, так сказать, в норму, да, в официальную медицинскую норму. Как вы можете вот это интерпретировать, да, какие у вас есть соображения на этот счет? Было бы интересно, конечно, узнать нам и нашим зрителям. Мое мнение такое, что этот пациент был преморбидный, что он даже вот по выписке, которую я прочитала, он в больницу попал экстренно, у него были признаки, так бы, может быть, он особо не обратился, и если бы не было у него клинических признаков ухудшения его состояния, то есть по гепатиту Б, вот у него было заболевание, но было выявлено 20 лет назад. То есть в выписке было сказано. Я этого пациента сама не смотрела, еще раз оговорюсь. Значит, чисто по врачебной этике, что как бы я только сейчас работаю с документацией пациента, как бы как у меня сейчас телеконсультация проводится. Вот. И выводы я могу сделать по выписке, значит, доктора из Боткинской больницы города Москвы. Вот, где, значит, он указывает, что пациент имел в анамнезе уже заболевание, которое, ну, худо-бедно контролировалось на участке, но когда возникли острые симптомы, в том числе и пожелтение кожных покровов, он попал в инфекционное отделение. Значит,
Разумеется, у него даже показатели как бы вот без лечения были, конечно же, вот все разнились. То есть, получается, гемоглобин был неплох, вот в плане того, что он был 125 грамм на литр. Эритроциты, общее количество, то есть цитолиза у него особого не было в крови, то есть синдрома, скажем так, разрушения кровяных клеток изначально не было. Но анализ биохимии был очень даже, значит, настораживающий в том плане, что были высокое количество билирубина было. Вот, и пробы АСТ и АЛТ печени, то есть они тоже были все достаточно значительно повышены вот, у него, то есть выходили ближе к 100. Вот. Также были обнаружены клетки специфические, то есть при поступлении всегда берут анализ на ВИЧ, и было обнаружены эти клетки, они оказались положительные, и высокое содержание CD4, CD3, лимфоцитов с рецепторами по отношению к ВИЧ-инфекции. Вот, поэтому здесь ему ВИЧ диагностировался, потому что и до этого он не был вообще никаким статусом, не обладал, ни носителем, он не был по отношению к ВИЧ не больным, вот, как СПИД больной пациент, ему изначально был просто гепатит, когда-то начавшийся. Вот. И он был неактивный, видимо, очень активный, он стал как раз таки вот в 41 год, вот, когда ему исполнилось, и вот он обратился. Данный пациент, значит, в дальнейшем он начал лечение как раз таки после выписки. Выписка, значит, у нас лечение проходило, значит, у нас в инфекционном отделении. Так, с 7.10.20 по 15.10.20, вот он там пролежал неделечку. И, в принципе, он у нас пропил антибиотики, пропил гепатопротекторы, капельно, внутривенно-капельно он получал растворы, препараты, значит, и при этом лейкопения у него была очень сильная, то есть этот анализ не отражен, а вот в выписке он переписан. Лейкоциты были 1,9 в степени, что является очень сильной лейкопенией, и тромбопения была, тромбоциты 17%, он пишет, и 160%, норма 290, 280, 300 клеток, а здесь получается, что клеток получается меньше, в 3 раза было, то есть тромбоцитопения была, то есть вот активный период был связан вот именно с обострением гепатита Б. Но на гепатит Б наслоился еще и синдром приобретенного иммунодефицита. Понятно, что в этой клинике данных он не предоставил нам, потому что, может быть, отдельно еще у него есть показатели вот эти все, именно у вирусолога они имеются, но как бы он нам сказал о том, что с этого времени, с 15.10.2020 года он начал употреблять уже антиретровирусную терапию. И вот при употреблении антиретровирусной терапии анализ, значит, вот то, что вот вернуться, значит, мы возвращаемся, значит, у него возникла такая ситуация, у него вроде бы как тромбоциты увеличились, как бы они стали уже 170, уже ближе к 200, но у него гемоглобин, значит, и эритропения, он начал действовать на эритроцитарные ростки. То есть вот я просто называю 2, 3, 4 таких самых весомых показателей, которые вообще очень сильно отклоняются от нормы. Почему я их называю? Потому что как бы они определяют состояние, они определяют реактивность организма по отношению к общему букету, скажем так, инфекционных заболеваний, которые у товарища были. Вот на данный момент вот это все равно фаза была вот до лечения, первый этап лечения это был СПИД. В принципе, из первой стадии можно перейти просто вот как бы, ну, как оставаться вообще нейтральным, потому что есть такой симптом, когда там есть группа пациентов обследованная была, я так поняла, в Европе это была клиника, как бы я точно сказать не могу, отдельно можно по СПИДу, в принципе, сделать вообще полностью, потому что очень много ВИЧ-инфицированных пациентов, наверное, будут смотреть данный ролик, у нас такая просто ролик, действительно как преамбула пока что. Вот. Но
я хочу что отметить, что в целом, конечно, нужно как бы провести отдельно тему, потому что чтобы пациенты, значит, интересующиеся люди, которые будут смотреть в дальнейшем канал, сделать передачи отдельно вот именно по ВИЧ-инфекции и на каких уровнях и точки приложения можно, в какой стадии остаться. Очень интересны те результаты, которые относятся непосредственно как бы к системе кроветворения, да, то есть вот мы видим сначала лечение, к примеру, лейкоциты, да, количество лейкоцитов вот это вот было 4 до начала лечения, потом он начал принимать свою терапию 3, и то есть они как бы уменьшились, да, хотя как бы они в норме, они как бы получается выше 4,23. И потом они и с момента начала приема синтезита они у нас повысились, то есть вот за 30 дней, как он принимал синтезит, у него лейкоциты повысились, да. То же самое касается гемоглобина, к примеру, да, то есть у нас гемоглобин был изначально 125, с началом терапии он стал падать, до 119 119. Да, и с начала приема синтезита он повысился опять же до 135. То есть мы видим такие качели. Начинает принимать препараты, у него вот анализы, да, то есть как бы они могут опускаться в худшую сторону. С начала момента приема синтезита они начинают повышаться, ну или наоборот, они начинают повышаться с препаратами и понижаться. В любом случае это коррекция в лучшую сторону, потому что у нас вне нормы было 23 анализа, а теперь вне нормы 14, вот 30% составляет. Ну, вы считаете просто как европейцы, вы оцениваете это все как по европейскому стандарту, что вот из всего оцениваете так. Просто мы как бы вот больше у нас школа-то Москва, советская школа. Вот, я скажу одно, что когда мы препараты вот эти принимаем антиретровирусные, у них они одно убивают частички, вот эти вот клетки, которые содержат геном СПИДа, они его убивают, подавляют. Но цитостатическое действие у них на все ростки. Как только начинается употребление синтезита, идет стимуляция ростков, стволовых клеток, всех, и белых, и красных кровяных клеток, а также их уже продуцентов, исходящих уже от этих вот клеток. Вот и все, вот все это объяснение. Поэтому качели они сообразны, и при этом получается, что идет таргетирование препаратов, то есть направление их именно на клетки мишени, чтобы они не трогали клетки здоровые. И получается, здоровые клетки нам дают уже хорошие показатели, мы их видим в анализах, в общих анализах крови, допустим, да, в биохимическом анализе мы показатели видим, что они выравниваются, а вот, скажем так, вот эти вот CD-хелперы, они у нас как бы стоят уже на одном уровне, и они сдерживаются. Там статический эффект. Только именно вот в этом сегменте идет статический эффект. Вот и все. То есть на другие сегменты клеточной активности распространение действия антиретровирусной терапии не проходит, потому что идет уже барьер, и, скажем так, одни по одной линии клетки, а тут это более снижается сегмент, и как раз таки он более направлен на патогенный сегмент. Вот и все. О чем я хочу сказать. Хорошо, тогда, допустим, с кроветворной системой более-менее понятно, но, во всяком случае, мне, если зрители не знают какие-то термины, мы их потом будем вставлять. Да, мы будем вставлять пояснения, да. Да, а вот смотрите, допустим, окей, а холестерин, да, почему, допустим, холестерин был 5,86, потом с начала приема препаратов антиретровирусных он повысился до 6,31, и когда начали принимать синтезит, он опять снизился, 5,36 еще стал меньше, чем как бы был, да, и это в любом случае как бы, то есть это он практически вошел в норму. То есть мы уже до этого много раз говорили, то есть, что синтезит помогает организму снизить тот же самый холестерин, да, а почему вот, как вот эти вот антиретровирусные препараты, почему вот холестерин начал повышаться, да, и потом, когда начал принимать синтезит, он понизился. Как это, можно как-то интерпретировать это? Говорю, маленький холестерин – это показатель хорошо работающего гепатоцита. Это обмен билирубина, холестерин тоже входит в обмен билирубина. Если у нас обмен билирубина восстановился изначально в печени любым способом, то холестерина будет на выходе уже меньше, потому что он быстрее будет растворяться, он будет липопротеиды низкой плотности, но не будет растворяться в крови и быстрее утилизироваться через стеркобилин, через кишечник и через мочевыделительную систему. Вот и все. А там, когда был повышен цирроз, активность гепатита у него была, понятно, что у него был холестерин плохой, он осаждался, у него была большая плотность, и он нам давал на реактивах тоже большое количество. Количественный анализ холестерина был высок. Как только пришел синтезит,
То есть он, грубо говоря, стал нам, скажем так, улучшать функцию гепатоцита, печеночной клетки. Ну и, соответственно, холестерин у нас стал, как сказать, нормализовываться, доходить до уровня нормы. В принципе, человек 41 год, там с 40 до 50, холестерин в норме 5 до 5. То есть он удерживал норму свою возрастную, в принципе, что нам было и нужно. Мгм, мгм. Хорошо, да, я понял. А гамма-глютамин трансфераза, что это за такая страшная вещь, да? И Она вот, не и- страшная, она и нужная так- вещь. Да, но звучит она так достаточно страшно, гамма-глютамин трансфераза. И опять тот же самый вопрос с качелями, да, то есть было 96 на момент диагностики вот его ВИЧ, потом через 2 месяца после его терапии стало 100, поднялся на 4 единицы. Это при норме от 12 до 64. И через месяц после приема синтезита 68, то есть аж чуть ли не в 2 раза он опустился и приблизился к норме, не хватило 4 единицы еще. Что это за зверь такой и с Во-первых, чем его норма едят? фермента норма. Мы ферменты считаем, что они порой даже нужны, и пусть в момент воспалительных реакций в организме, при обострении инфекционных заболеваний, пусть эти ферменты поднимаются. Но ферменты для чего? Это трансфераза, аза, заканчивается суффикс, это именно фермент. Это продуцент, опять же, клетки гепатоцита. Это вовне. Экскреторная есть функция клетки, то есть он выделяет в кровь этот вот фермент. Он обладает просто детоксикацией. То есть детоксическая функция печени, детокс печени улучшился. Вот на тот момент. Пусть даже фермент у нас там колебался, но мы видели, что он имел активность. Он у нас не стоял на месте, и секреторная функция гепатоцита, опять же, того же самого, она у нас, скажем так, улучшилась, стала подвижной, в зависимости от уровня, опять же, инфекции в организме, инфекционного агента. Вот. В том числе также организм на момент лечения у него утилизировал остатки от вируса, остатки метаболические от препаратов, которые были заведены, любые препараты, что были в стационаре, то, что его освобождали, грубо говоря, от симптоматической терапии у него была, чтобы у него билирубиновой энцефалопатии не было при повышении билирубина в крови, когда он поступил только что. И у него это все выводилось, и эта вот трансфераза повышалась на момент лечения из-за того, что она помогала. И она была еще простимулирована препаратами. Вот. Поэтому это все закономерные процессы, и я как бы даже ничего тут не страшусь. Эти колебания, они идут как бы закономерно, планомерно, и я как бы довольна, что организм у него имеет, у этого человека хороший резерв восстановления. Наталья Владимировна, и, наверное, еще один такой из последних вопросов. Вот железо, да, то есть мы принимаем железо, синтезит это железо, это микроэлемент. К сожалению, вот у него промежуточного анализа нет железа, то есть мы видим только анализ, который он поступил в больницу, да, первый раз, это был 41,6 микромоль на литр. И мы видим анализ от февраля, от 16 февраля этого года. Там написано сывороточное железо. Просто железо написано. И там написано железо, то есть вот. А ЖСС он не делал, потому что, чтобы знать, значит, надо знать еще внутри железо, какое-то железо было активное железо или какое-то такое железо, которое, ну, как просто запас в организме. Значит, я сужу по гемоглобину, по гематокриту еще сужу. Так, ну сейчас попробую я общий анализ крови еще раз открыть, вот, который вот у нас сводка анализов идет. Так, я хочу просто общий анализ крови увидеть, это 16.02. Ну, там, где я немножко тут, вот, я его всего вижу. Гемоглобин вижу 135 был 16.02. Хороший гемоглобин при этом был. Так, гематокрит, сейчас я гематокрит найду. Так, гематокрит. 39,7. Ну, почти как 40, 40-49. То есть гематокрит это за гемоглобином. Это насыщенность процента эритроцита самого железа. То есть есть железо, которое в эритроците, да, а есть железо, которое плавает в плазме. Тут берется железо плазмы, в любом случае, что с пальца, что с вены берется еще железо плазмы. Железо эритроцита мы видим только по гемоглобину, это внутри эритроцита уровень гемоглобина, и видим по значит,
видим по гематокриту, это когда, ну, насколько красный эритроцит? На 39%, грубо говоря, а остальные он не красный, потому что у него же содержится не только гемоглобин, но у него еще там элементы, кальций, там решетка какая-то в нем, кость эритроцита есть, скелет эритроцита есть. Вот. То есть это гематологи меня поймут, конечно, но вот так вот просто эритроцит состоит не только из одного гемоглобина и красной части, грубо говоря. И вот норма от 40 до где-то 50%, до 60% даже можно считать, что гематокрит должен быть. Вот. А здесь получается он 39,7. Ну, слегка снижен. Ну, может быть, сывороточное железо вот было, но при этом сам эритроцит был насыщен. Скорее всего, в поле вышли новые эритроциты, которые были синтезированы синтезитом, стимулированы синтезитом. Вот. Поэтому здесь я могу сказать по анализу, но то, что у него оно общее сывороточное уменьшилось, может быть, оно тратилось на появление новых эритроцитов. Я предполагаю. Я потому что, опять же, как бы... Ну, промежуточные анализы не делала, мы же это сейчас взяли, буквально вот вырвали из контекста эти все обследования, то есть как бы более частые, потому что если бы пациент находился у меня, допустим, в палате, в стационаре, я бы, допустим, дополнительно я бы сделала ОЖСС, железосвязывающую способность сыворотки. Я бы поняла, что куда девается железо, куда оно идет, или сыворотка бедна, и действительно идет эритропоэз, и железо все уходит в костный мозг, и в сыворотке его не будет много. То есть это какой-то был процесс, и поэтому количество гемоглобина, оно тоже у нас не постоянно, потому что раз в 60 дней у нас лейкопоэз, раз в 120 дней у нас эритропоэз происходит. У нас уровень железа может колебаться у здорового человека, даже вот не 120, допустим, на Урале норма гемоглобин, все так вот затолбили уже 120, вот, но может быть и 115, и 120, и 135, это считается норма. В разные, то есть опять же, это вот гематолог может решить этот вопрос более предметно. Опять же, я этого товарища, конечно же, отправлю к гематологу, чтобы мне получить ответы, опять же, на эти вопросы, которые вы задали, чтобы конкретно было заключение. Вот. Угу. То есть может даже, вот, грубо говоря, часть анализов это просто может быть, так сказать, сезонное колебание, да, определенное? Это было колебание не сезонное, оно было связано с колебанием поэза, с колебанием цитогенеза индивидуального человека. Это не связано ни с сезоном, ни с чем. Это связано с периодами роста его клеток и тканей, с периодами обновления его клеток и тканей. Хорошо. Но тогда, наверное, последний вопрос, да, то есть почему у нас гемоглобин тот же самый, да, то есть, ну, железо, гемоглобин, с началом вот этой вот процедуры, да, так сказать, лечения, он начал понижаться, потом он начал повышаться, да, то есть это вот с чем может быть связано вот такая вот, и почти что приблизился к норме, да, то есть к 130, точнее он даже вошел в норму, как бы в нижнюю планку 135, но все-таки вошел, умудрился войти. Но опять же это говорит о насыщенности эритроцитов. Выбросились более молодые эритроциты, которые более насыщены гемоглобином. Вот и весь ответ. То есть тот Поэтому же самый мы ГМПС. видим, потому что мы, когда эритроцит подсчитываем, мы в камере Горяева в микроскопе смотрим, насколько он красный. То есть и нам, пожалуйста, вот это мы или светим его лучами, или это, прокрашиваем его реактивом и смотрим, соответственно, насколько он как бы выдает нам какую цифру. Хорошо. И потом отстаиваем его там где-то, смотрим, центрифугируем. Хорошо, Наталья Владимировна, но какие-то вот общие рекомендации вы можете, да, этому человеку, так сказать, заочно дать вне консультации? Значит, если он только пока месяц употребляет синтезит, то пусть он его пропьет 3 месяца. Вот в той же самой дозировке. И, к примеру, вот солнечное время, когда он действительно лучше идет и обновление, и восстановление клеток, посмотреть те же самые параметры вот, биохимические, которые у него были ранее, общий анализ крови, тоже развернутую формулу, посмотреть все, что он смотрел. Далее, общая железосвязывающая способность крови, ОЖСС, значит, вот именно сыворотки крови, то есть вместе с биохимическим анализом сдать ОЖСС. Вот. И сдать анализ вот лучше всего информативнее и точнее в мишень попадает анализ, взятый из венозной крови.
значит, из руки. Вот, и, значит, вот он лучше попадает, чем вот взятый вот из пальчика, потому что здесь может быть и много, может быть и мало, и не совсем вот, ближе к центру организма и ближе к печени, скажем так. Далее сдать кал на уровень билирубина, стеркобилина, урабилиногена. Посмотреть, у него как бы переваривается, как все уже на выходе, что выходит. Сдать общий анализ мочи, креатинин, мочевину мочи. И креатинин, значит, печени, пробы печени, там все, я уже их перечислила, сказала. Так, ну вот для начала пока вот это. Так, что, значит, продолжать антиретровирусную терапию. Понятно, что под контролем, опять же, тех же самых показателей вирусных клеток у вирусолога и у инфекциониста на учете. Так, и степень активности, вот гепатит Б, он у него есть, он показывает, что у него есть гепатит Б, он присутствует. Но вопрос активность и цитолиз. Вот в отделении делали цитолиз, но там выписки это как-то так скользко отразили. Ну там хорошие были анализы КТ там проделали, значит они выявили там степень цирроза какая, сколько она. Потом КТ надо будет с контрастированием еще раз переделать. Почему с контрастированием? Чтобы увидеть холедохи, чтобы увидеть, значит, желчный пузырь, там именно холия, течение желчи, течение крови, тоже ветки, увидеть все эти вот снабжающие гепатоциты, насколько они, вот, значит, увидеть степень цирроза, то есть именно на исследовании КТ, также сделать УЗИ и цитолиз также по крови из вены, степень цитолиза, значит, и активность, количественный анализ на гепатит Б, это тоже по крови, это отдельно. У инфекциониста сдать вообще сколько активных клеток, именно насколько гепатита Б вирус, вот его проделать тоже количественным методом. Ну, в принципе, пока что вот на первый взгляд, вот посмотрев анализы как бы пациента, что я могу сказать? Ага, спасибо большое за рекомендации. А по поводу вообще общей ситуации, да, вот то, что вы видите, как вот вы оцениваете действия синтезитов, помощь синтезитов вот именно вот в данном вопросе, то есть ВИЧ-СПИД? Ну, этот биоактивный минерал железа, изотоп железа, он, значит, тоже имеет особые свойства, видно это, потому что он сроден, он, скажем так, хорошо встраивается в метаболизм данного пациента. Вот, он его не сбивает, его биологические, как говорится, процессы и, скажем так, не сбивает с толку его метаболизм, наоборот, катализирует процессы, улучшает ферментообразование, экскрецию, в данном случае продуктов действия и детоксикации гепатоцитами. То есть он помогает, он хелпер, он помощник. Вот. И я думаю, здесь уместно его встроить, допустим, в ранние часы, как только утром он встает, натощак он его принимает. Вот. И в дальнейшем он уже переходит к почасовке, уже рассчитанной доктором по официальным препаратам уже в дальнейшем, то, что он употребляет, и то, что ему там назначено как гепатопротекторы, там различные, там гиптрал, берлитион там курсом, противовирусная терапия касаемо активности гепатита Б, потому что он сейчас будет, значит, антиретровирусная, это ВИЧ он лечит, и противовирусная от гепатита Б, отдельно у него тоже терапия пойдет. Ну, контроль у врача-инфекциониста. Потом заключение врача-инфекциониста было бы здорово почитать в динамике, конечно, вот где-то в апреле, в конце марта, в апреле, пожалуйста, можно будет вернуться, скажем так, к этому человеку. То есть вот на примере данного пациента действие биоактивной добавки синтезит имеет много мультинаправленное, скажем так, позитивное действие. Хелпер. Хелпер, ну, I am agree. Okay. Я согласна, да. Я знаю термин биохакинг, но я придумал свой термин по отношению к синтезиту — биохелпинг. Биохелпинг. Ну, вполне можно этот термин запатентовать. Хорошо. Как говорится, вам в руки. Хорошо. Нет, пусть все пользуются, хорошие вещи, которые помогают организму. Помощники, да, хелперы, так сказать. Вот это будет хелперов у нас биохелперы. много, но, скажем так, не все биодобавки можно назвать хелперами также.
Вот. Но здесь, в принципе, потому что мы хотим, мы врачи, вот скажем так, наша когорта людей, мы хотим, чтобы биодобавки действительно выводили нам на лечение лучшие результаты, помогали нам вместе с препаратами, то есть улучшали результаты пациентов. Конечно, мы этого очень хотим. И чтобы у нас пациенты уходили из острых состояний. Ну да, да, согласен. Хорошо, хорошо. Наталья Владимировна, я вас благодарю за подробное рассмотрение. Да, я думаю, что в будущем, в мае, когда этот потребитель синтезита еще раз сдаст анализы, мы еще к этому вопросу вернемся. А всех наших зрителей я еще раз предупреждаю, что любые дополнительные вещества, средства, добавки, лекарства при наличии каких-либо хронических заболеваний, естественно, вы должны использовать только под руководством вашего лечащего врача. Конечно. При осмотре пациента, потому что вот я сейчас в данный момент не знаю, какое у него давление, какое у него сердцебиение, кардиограмма в динамике. Поэтому, конечно, было бы здорово у пациента физикальное обследование обязательно и анализ динамики состояния пациента по дням. Он ведет дневник, он показывает это все лечащему врачу. Понятно, что нужно быть комплементарным, комплайенс найти с лечащим врачом, хоть и насколько мы там вредные участковые врачи. Я думаю, что в принципе надо просто объяснить и мотивировать. Я думаю, что это видео посмотрят и также врачи, потому что я здесь опять же говорю, я не какой-то там фанат. Я все анализирую, и вот без анализов, я наоборот приверженец анализов, я смотрю вот эти вот все показатели и отслеживаю, кому-то, вот, допустим, он не идет, этому пациенту это лечение в сочетании с биопрепаратом идет. Вот, поэтому здесь я говорю, что здесь надо пропускать все через анализ уже в голове, как что у нас помогает. И сам врач должен понимать, что биодобавки не для этого и создаются, чтобы тоже знать их действие. То есть нутрициология, вот эта наука, которая изучает действие биоактивных добавок и метод применения, также вот гомеопатия, почему-то некоторые врачи тоже увлекаются гомеопатией. Я вот сколько вот о гомеопатии думаю, что я не совсем считаю, что где-то она сочетаема с фармацевтическими препаратами, а вот, скажем так, что-то из нутрициологии, оно является любое и питание, и применение биоактивных добавок, оно как-то ближе к фармацевтической терапии, которую мы изначально ее делаем, у нас есть стандарты лечения, мы проводим эту терапию, и нутрициология нам как раз таки в помощь. Вот. Поэтому вот я хотела бы обратить внимание на пополнение знаний именно по биоактивным добавкам и осознание самими специалистами, что они нужны. Поэтому здесь надо вебинары посвящать и собирать врачей, я так думаю, что проводить какие-то, вот даже, может, на нашей платформе проводить среди врачей. Уже даже вот к нам врачи присоединились, даже хотя бы просто вот кучкой собраться, конференц-связь какую-то сделать. Вот мое такое предложение, в принципе, обсудить вообще точки приложения совместно с определенными схемами фармацевтической терапии и биоактивных добавок. В частности, синтезита. Хорошо, хорошо. Но думаю, в будущем это, конечно же, подойдет. Вот. Давайте не будем больше наших зрителей мы задерживать. Для этого, да. Да, мы созреем. Уважаемые зрители, спасибо большое за ваше внимание. Наталья Владимировна, спасибо большое за вашу помощь. Всегда рада помогать. Пожалуйста.